Здравствуйте! Сегодня настал момент поделиться главным секретом моей задней подвески. Назвал я эту подвеску «Шахматный кантилевер». Но перед этим один очень важный совет. Как выяснилось, этого почти никто не знает, что очень печально. В прошлом видео я показывал, как я вырезал трубы, как я делал стыковку для этих труб, вырезал углы. А сейчас я покажу крайне важную вещь в этом деле. Первое, это, конечно, нужно зачищать место сварки до блеска. Но вы видите вот здесь вот отверстие. Также можно увидеть отверстие вот здесь. Для чего они? Для того, чтобы когда вы ставите трубу и свариваете ее с другой, у вас не получалось так, что эта труба полностью запечаталась и никак не сообщается с атмосферой. Запечатывать герметично трубы нельзя. Чтобы этого не было, делаются как раз вот эти отверстия под стык трубы. Вот отверстие, вот труба будет стоять вот так. Это необходимо для того, чтобы у вас внутри трубы была вентиляция. Иначе при перепадах температуры внутри трубы будет образовываться конденсат. Обязательно будет образовываться. И трубы будут ржаветь изнутри. А это крайне печально, хотя решается очень простым методом. Явление это описывается очень интересной вот такой вот диаграммой. Если хотите, можете это найти, поизучать вопрос. Но можно ничего особо не изучать, а просто сделать так, как я показал, и все будет хорошо. Ну что же, вернемся к подвеске. В прошлый раз я сделал нижние рычаги, а сейчас я беру профильную трубу, втыкаю ее в ленточно-пильный станок, отрезаю и магическим образом превращаем вот в такой предмет. Сейчас я его покажу поподробнее. Вот он. Некоторые просят все время швы показывать. Ну вот. Вот шовчик. Шовчик, 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 шовчик. Шовчик, шовчик. А нужна нам эта штука, чтобы было куда крепить шаровую от Нивы. Чтобы делать верхние рычаги подвески, я накупил нивовских болтов от нижнего рычага, нивовских сайлентблоков. И первым делом вырезал втулки, в которые эти сайлентблоки будут запрессовываться. Но вот незадача. Сайлентблок в эту втулку никак не залезет. Они почти одинакового диаметра. Что делать, куда бежать? Может к токарю, чтобы он выточил новые втулки, или может вообще ну его нафиг весь этот багги. Но у меня есть другой вариант. К счастью, я подобрал вот такую вот головку с очень подходящим диаметром. Подходим к прессу и начинаем творить безобразие. Сначала немножко консистентной смазки нанесем внутрь трубы. Чуть-чуть. Нанесли. После этого берем, ставим вот так вот головку, выставляем ее поровнее, подставляем проставочку и начинаем качать. Немножко отпускаем. Ставим сюда дополнительную проставочку, потому что нам надо загнать ее поглубже. И начинаем снова давить. Все, головка здесь уперлась, расстояние здесь я разметил, чтобы ровно было сколько надо для посадки сайлентблока. Отпускаем. Вот
что пока получилось. Берем молоточек. Все. Вот такая вот получилась штучка. Но еще сделаем финальный аккорд. Очень полезно иметь в хозяйстве вот такие переходы для водопроводных труб, конусные. Заводим его сюда и еще чуть-чуть даванем, чтобы развальцевать заход для саленблока, чтобы уж совсем все было красиво. Вот втулка для саленблока готова. И так 4 раза. Вот можно еще глянуть, вот какая труба была. Вот я выровнял. И вот какая она стала. Результат налицо. И вот верхние и нижние рычаги стоят на месте. Как я уже говорил, я использую передние и задние кулаки от Subaru. У Subaru вот здесь стоит стойка, поэтому кулак сам рассчитан на то, что нагрузка уходит вот сюда вверх. И крепить амортизаторы к нижним рычагам было бы неправильно. Тут и саленблоки достаточно слабенькие, и ось такая потоньше. Поэтому вот здесь я поставил стоечку, но она жесткая совершенно. И к этой стойке вот через шаровую от Нивы крепится верхний рычаг. Вот он. Но куда же ставить амортизатор? Ставить его вот сюда вверх не получится. Здесь у нас будет находиться кузов для добычи. Ставить его куда-то вот сюда, чтобы он упирался в раму, тоже не получится. Это неудобно. И опять же здесь у нас кузов. Тут выше вот этой вот плоскости ничего не должно быть. И вроде бы как ерунда получается. Амортизатор ставить некуда. И тут начинается самое интересное. Берем вот этот амортизатор. На вид у него ход очень короткий. Куда такой для багги? У багги ход колеса должен быть большой. Но берем болтики и ставим амортизатор вот куда-то вот сюда. Подвеска сейчас стоит в положении максимального разжатия. Поднял раму домкратом. И сейчас просвет дорожный по центру 500 мм. И вот она самая хитрость. Амортизатор неожиданным образом оказывается вот здесь вот по центру. Смотрим. Вот он амортизатор. А вот левый рычаг. Вот он идет, идет, идет. И к нему идет труба вот сюда. Это и есть кантилеверная подвеска. Но возникает вопрос, что если вот здесь уже стоит амортизатор, то куда же ставить второй? Вот здесь-то уже места нет. Сюда его не поставить. Тут у нас редуктор, тут у нас привод. Что делать? А второй амортизатор у нас встает вот сюда. Вот они. Оба наших амортизатора стоят вот таким образом. То есть получается, что амортизаторы стоят в шахматном порядке. Именно поэтому я свою подвеску эту и назвал шахматный кантилевер. Потому что принцип работы ее кантилеверный, а амортизаторы расположены в шахматном порядке. То есть получается, что у нас справа расположен амортизатор левого колеса, а слева амортизатор правого колеса. Ну что же, вот теперь подвеска стоит полностью на своих колесах, на своих пружинах, и она работает. Во! Показываю.
А теперь поближе. Вот они пружины. Вот рычаги. Раз, два. И вот так вот оно работает. Очень существенный момент. Амортизаторы от Honda задние имеют достаточно короткий ход. Для багги такого хода явно мало. Но вся фишка в том, что у нас вот это плечо от оси до колеса в 2 раза больше, чем плечо от оси до амортизатора. Соответственно, ход колеса будет в 2 раза больше и расчетный ход порядка 300 мм. Если подвеска окажется жесткая, то можно вот этот рычаг немножко укоротить, она станет еще мягче, соответственно, ход подвески станет еще больше. Зачем же нужно было городить весь этот огород? В первую очередь для того, чтобы максимально использовать доступные и простые запчасти. В частности, вот эти амортизаторы, которые стоят сзади, это амортизаторы от Honda Civic. Передние, кстати, амортизаторы тоже будут от Honda Civic, но передние, соответственно. Они недорогие, не так, как стоят амортизаторы с длинным ходом. И кроме того, что интересно, так как амортизаторы у нас стоят в центре, то их можно закрыть панелями, и они не будут работать в грязи, у них всегда будет чисто и замечательно. Подвеску эту я придумал одновременно с багги, то есть это не то, чтобы я начал делать багги и вдруг оказалось, что подвеска не растет, пришлось что-то изобретать, нет. Я сразу придумал именно такой вариант. Кроме того, хочу отметить, что рама у багги, она не пространственная, а хребтовая, как на Татре. Только в отличие от Татры, у которой труба, у меня хребет этот фирменный. И поэтому, когда амортизаторы стоят внутри этого хребта, это очень удобно и логично. Они не торчат наружу, они внутри защищены от всяких непогод и безобразий. Ну а на этом на сегодня все. Подвеска работает, я доволен. Все получилось именно так, как было задумано. Удачи, пока-пока.